Я приветствую вас, представители знака зодиака Рак. Таро расклад. Перекресток реальности. Апрель 2025 года. Ключевые события в вашей жизни, как вестники перемен. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты. Что прояснится или какая информация откроется в апреле месяце и с чем это будет связано. Как меняется, по сути, ваша реальность, может быть, в зависимости от информации или получения каких-то документов. И какие ключевые события выйдут на первый план. Чем вам придется заниматься. И что будет продолжено или к чему все идет. Хотя вполне вероятно вы скажете чему-то нет или кому-то нет, подведете некоторые итоги, что тоже символично. Но давайте узнаем. И если планетарно апрель месяц, он условно делится на 2 или даже на 3 части, потому что у нас 2 планеты будут с первых дней месяца еще в ретроградности. Это Меркурий до 7 числа, до 7 апреля, и мы знаем, что это всегда какие-то задержки. Или какая-то разношерстная информация, когда еще следует что-то прояснять, перепроверять. Или когда мы буквально хотим куда-то поехать, допустим, готовим документы, и тут тоже все не складывается как-то быстро. И вторая планета, это Венера, по 13 апреля, находится в ретро-движении, и это все то, что мы связываем с вопросами любви и денег, по сути, благополучия. И хоть если говорят Венера, это про чувства, но не совсем в апреле. В апреле больше реальности. И даже если какая-то чувственная история любви. Так или иначе, мы живем с вами на планете Земля. И поэтому мы зависим от нашего благополучия, которое осязаемо именно. И поэтому даже чувства, они могут быть переведены на какую-то конкретику. Давайте узнаем. Если мы говорим ключевые события вашей жизни, первые вестники перемен, с чем это может быть связано? Или что само по себе событие, или какую сферу жизни нам раскроют карты. И второй ряд, к чему все идет. Каждое событие. К чему все идет и к чему идет третье событие. Достанем с вами карту совет, которую откроем в самом конце. Давайте будем смотреть. Королева мечей. Здесь мы можем столкнуться и даже с личной историей какой-то. И, конечно, по мечевым персональным картам двора проходят люди, которые рождены под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей. Или люди, имеющие там асцендент. Асцендент многие могут и не знать. Но в целом, если мы говорим об этой карте, это у нас сегодня колода Таро ангелов-хранителей, то здесь буквально это тот человек, который очень притягательный. Это умный человек. Это тот, который компетентен в разных вопросах. Это тот, который умеет радоваться жизни. Не совсем в этой колоде идет то значение, которое мы видим в классических колодах Таро. Это тот человек или та персона, которая, где-то умеет блистать буквально, умеет быть в центре внимания, умеет как-то правильно отстроить свою жизнь, и отнюдь нам не говорят о том, что все ей или ему, мы не привязываемся к полу карты, все дается легко. Но вот у нас впечатление может такое создаться, что человек словно парит, но на самом деле это жизнь его несколько раз ставя в какие-то рамки или в какие-то сложные условия, просто научила выходить победителем. По этой карте проходят сильные люди. И это может означать такого сильного человека в вашей жизни. Это может быть как и девушка-женщина, это может быть и мужчина тоже. Но, тем не менее, часто по этой карте еще проходят люди конкретных специальностей, которые, в каком-то своем вопросе, они точно эксперты. Возможно, вы будете искать такого специалиста, я такое могу допустить. Но также я могу допустить, что это вам самим в таких энергиях карты рекомендуют быть. Значит, придется что-то анализировать, просчитывать, адаптироваться к какой-то ситуации. Может быть, вполне вероятно обращаться к юристам, к адвокатам, чтобы узнать, как осуществить по закону то или иное мероприятие, подписать тот или иной важный документ, и что для вас в последующем будут значить эти документы именно в контексте согласования с законом. Чтобы не было сюрпризов, мои дорогие, вот, по крайней мере, нужно сделать что-то как
экспертно точно. Каким образом вы будете пользоваться такими энергиями, или действительно будете искать такого специалиста, или сами будете что-то перепроверять, но есть то, чему нужно уделить внимание без эмоций. Давайте посмотрим, что же еще за ключевое событие. И это у нас выход из лабиринта. И туз мечей, я так всегда называю эту карту, хотя обратите внимание, нам показан мальчик, который буквально сложил оружие. И хоть и колода Таро ангелов-хранителей, но не в каждой карте прорисован ангел. Вот в предыдущей карте нет ангела. И это зависит от нашей активности. От нас самих какое-то дело зависит. А здесь словно ангел помогает, стоит за спиной. Здесь тоже, почему выход из лабиринта? Это мы что-то предпринимали прежде, и мы были в этом уверены. А здесь мы понимаем, словно шли не туда, или нет смысла что-то продолжать. Поэтому нам и мальчик показан. Мальчик, потому что, ну, как ребенок может делать ошибки. Поэтому и карта говорит, ты прошел какой-то путь, но признай, если ты какую-то ошибку совершил, и тогда для тебя будет больше самодоверия. Мы люди, мы можем ошибаться. И, наверное, это сильная позиция или позиция сильного человека, который может себе сказать, да, это я был неправ. Или сказать себе, ну, это я зря надеялась там на кого-то. Не человек так виноват, он такой, какой есть, я его не изменю. Но вот понадеялась, вот тут мой промах. Или можно сказать, что я поставил ставку не на то партнерство, или я слишком многого ожидал от человека, наделил его теми качествами, которыми он не обладает. В итоге это не мы где-то обсуждаем, почему такой-сякой человек, а мы понимаем, что это мы сами допустили ляпсус, потому что мы в ком-то или в чем-то были уверены. А это была, по сути, дорога в никуда. Или, может быть, и отношения в никуда. Иными словами, мы в предыдущий период блуждали в лабиринте. Но вот теперь мы складываем оружие, и этот лабиринт заканчивается. И на совершенно новый путь. Почему, опять же, мальчик? Потому что это всегда начало. С детьми всегда начало, с ребенком. Связано изображение в колоде Таро. И сам ангел на какие-то новые начинания. И как выход из лабиринта вас практически благословляет, мои дорогие. Но здесь еще карта говорит нам о том, что договариваться, собирать информацию нам придется. А еще это карта вдохновения. И как бы она нам не был или не выглядела холодной такой, тем не менее мы принимаем, что жизнь не бывает полностью предсказуема. Но мы все равно находим силы в себе идти. И уже вот это новое вдохновение, как начало какого-то нового жизненного пути и вашего, мои дорогие, интереса. Вот такие начинания. Двойка земли, и в этой карте мы должны вот этот фарватер, это как игра, кстати, она тут так и прописана, баланс, и ваши интересы, ваши приоритеты, и игра. Почему игра? Опять же ребенок, девочка, потому что вспомните себя в детстве, когда вы во что-то играли, или когда вы допускали, может получиться, а может нет. Тогда у вас, скорее всего, и получалось именно потому, что вам было легче держать баланс. Вы не были непримиримыми, вы допускали, что балансировать придется. И вот этот баланс держать легче значительно. И если мы себя не обременяем, как будто вот этой фразой «я должен», да, тогда как мы словно кирпичами себя обложили, где ж ты тут удержишь на этой тоненькой жердочке вот этот баланс. Поэтому игра. Но это игра ваша собственная, мои дорогие, как игра вот этой девочки. Ее игра заключается в том, что она видит цель. И пусть и для нее эта цель бабочка. Где-то тут есть эффект бабочки, вот такой подсмысл, да, кто занимается или интересуется и как и духовными практиками, ну, может быть, кто-то и физикой интересуется, или буквально это ваша специальность. То есть изменения в мире, которые, может быть, влияют и на вас тоже. Изменения в финансовой системе, изменения вообще в системах мира или в каком-то мироукладе, в миропорядке может оказывать влияние и на вас. Каким-то, ну вот как взмахом крыльев бабочки. Это как какой-то отголосок произошло в одной
стране или в одной местности, а меня смотрят люди из разных стран, и пусть вы находитесь где-то в другой местности, но так или иначе, что произошло где-то там, вам не дает возможность легко и просто осуществить ваше намерение. И поэтому это ваша игра. Вам еще предстоит вот этот тоненький фарватер пройти. Но у вас все возможности, мои дорогие. Но просто нужно держать баланс. Быть где-то, ну и великим дипломатом, безусловно. Но и с другой стороны, не терять из вида своих приоритетов. Или поставил цель, и я к ней иду. А вот мелкие какие-то планы я буду корректировать, потому что мы не влияем, опять же, ни на людские мнения, ни на то, что происходит вокруг нас или в событиях мира. А найти вот пусть эту тоненькую жердочку или свой путь вы всегда сумеете. И я могу предположить, у кого-то окончание апреля будет связано именно с таким поиском пути, или как лучше обустроить, или как мне достичь желаемого, или как мне воплотить свою мечту в жизнь. Вот такое что-то тоже может быть. Здесь что-то как глобальное более может проигрываться по этой карте, несмотря на то, что она всего-то двойка Земли. Подразумевается партнерские отношения, но не в этой колоде, мои дорогие. Но, тем не менее, если мы так охватим вообще все значения, то по двойке есть как будто наш интерес в отношении конкретного человека, ключевого партнера. Это может быть как и предложение или какие-то важные контакты, которые все-таки не стоит терять. Давайте посмотрим, к чему же все идет. Королева мечей, если мы сказали, или королева воздуха. Да, теперь я могу с точкой сказать, вот все те энергии, которые я описала, вам карта говорит, не включайся, сохраняй свои, опять же, приоритеты. Вот все об этом, что выход из лабиринта, что вот этот эффект бабочки, хоть он и присутствует в нашей жизни, но тем не менее, поставил цель, и ты к ней идешь. И даже если вокруг каких-то тысячи неопределенностей, держа баланс, ты всегда найдешь способ, как обойти, сгладить острые углы или достичь какого-то компромисса. Вот эти все энергии для вас архиважны в течение апреля месяца. Потому что по семерке жезлов к чему все идет? А идет к тому, что с вами могут спорить, с вами могут не соглашаться. По семерке это всегда какое-то соревнование, или словно вас на это соревнование могут сподвигнуть или словно вызвать, да. И это может быть на какой-то эмоциональной волне, вам может человек конкретный что-то доказывать. И нам ведь не показывают, в какой сфере жизни. Может быть, вот у кого-то будет, как по жезлам, дела, работа, бизнес и деньги. И вам нужно найти что-то среднее арифметическое. Но для кого-то это будет означать и близкие люди. Так вот, по этой карте, перед тем, как мы на что-то соглашаемся, мы должны хорошенько подумать, а стоит ли нам этим заниматься. Потому что всегда есть риск потерять время. И потерять самого себя, кстати, тоже. Занимаясь многозадачностью или стараясь всем угодить, или, может быть, соглашаясь, даже если на вас воздействуют, и такими методами настойчивыми говорят, ну как же это, вот ты там мне что-то пообещал. Самое время пересмотреть свои обещания, попутно сразу скажем, потому что в этот период жизни, начало, первые 10 дней как минимум апреля, явно будет та история или какое-то событие, когда вы должны быть для себя в центре внимания. Здесь нельзя на что-то согласиться опрометчиво, это точно. Нельзя себя ввергнуть, опять же, в какие-то обязательства или в какую-то помощь. Иными словами, вы потеряете время, но самое главное, вы упустите ту возможность, которую вам будет давать судьба. Поэтому будьте очень аккуратны и внимательны. Скорее всего, кому-то нет, вам придется говорить, я так вижу, может быть, даже в каких-то совершенно банальных бытовых вопросах. Вот именно бытовых, потому что семерка жезлов не совсем крупная карта. И здесь какие-то мелочи, но согласитесь, очень часто вот эти мелочи, накапливаясь, они нам создают такой хаос в жизни, что нам кажется, да эта работа мы ее век не переделаем. И чаще всего нам не надо было на что-то соглашаться. Мы как будто сами с чем-то или с кем-то согласились, а потом пожидаем плоды своих соглашений. Поэтому не торопитесь с кем-то соглашаться. И вверху у нас вот эта карта королева воздуха. Это вам, может быть, нужно подумать.
о своих приоритетах, что вы хотите продолжать. У кого-то это буквально вопросы могут проиграться здоровья и имиджа. Имидж – это тоже где-то здоровье. Карта не говорит, что мы болеем. Но если внешний вид, он имеет значение конкретно по этой карте, а имидж – это как раз наша бодрость и в конечном итоге наше самочувствие. Поэтому, может быть, себе даже уделить внимание, а не кому-то самое время в начале апреля. Но точно так же мы можем переложить и на работу. Есть ваша какая-то основная задача, и развивайте или уделяйте внимание тому, что лично важно вам. Давайте посмотрим, туз мечей, к чему все идет. Я сейчас достану еще одну дополнительную карту, потому что эта карта искаженного восприятия. И, наверное, для всех вас она говорит, да, вот признай ошибку. Ведь если ты признаешь, что ты в чем-то был неправ, ты тогда не окажешься вот словно вот за этим забором. Наоборот, если ты допускаешь, что кто-то постоянно неправ, но ты как перекладываешь на него эту ответственность, а себе говоришь ты как пострадавшая сторона, или мне не повезло, или кому-то повезло больше. Вот мы и оказываемся за этим забором. А когда мы говорим, ну да, это я лопухнулся, ну так, я шуткой, конечно, надеюсь, вы меня правильно воспринимаете. Это я лопухнулся, понадеясь там на кого-то, да, обещал мне тут золотые горы. Ну, это моя ошибка, ладно, больше я такого не допущу. И мы никогда за этим забором не оказываемся. Почему? А потому что мы уверены в себе, мы точно знаем, мы вот этот опыт прежний, мы проработали, сделали выводы и пошли дальше. За этим забором мы оказываемся, когда мы долго размышляем, почему человек поступил так, или почему с нами обошлись именно так, или почему несправедливая судьба. Одним словом, мы не на себя где-то берем ответственность, а мы ее опять же перекладываем на кого-то. И вот это, понимаете, путаница должна быть устранена. И конкретно карта говорит о том, что ты должен посмотреть на ситуацию глазами свободного арбитра. Иными словами, сделать работу над ошибками. Потому что что-то нельзя повторять заново. Ну, кто знает, может быть, какое-то дежавю. И это, кстати, может быть по ретро-Венере. Давайте мы с вами... Чего это касается, может, к чему все идет. А мы здесь, правда, по семерке либо не можем сделать вывод какой-то никак, или прокрастинация конкретно прописана. Не анализируй слишком, потому что вот эта глубокая философия, мы всегда можем в нее соскользнуть. Попробуй потом из этого эмоционального колодца выбраться. Это как билет в один конец, поэтому и пишут. Не анализируй слишком, все лежит на поверхности каждого дня. Давайте посмотрим. Тут на что-то нужно решаться. Сделал выводы и пошел дальше, не случайно ребенок. И правда, тут может быть тот выбор Его Величества, который еще раз нам говорит о каком-то внутреннем конфузе или у нас путаница. Мы дошли до той точки. И вернуться назад мы не можем, но мы и в два направления пойти тоже не можем. Нам либо направо, либо налево. И какая-то прокрастинация или какое-то раздумье длительное, оно должно быть завершено. Иными словами, мы можем думать очень долго. А физиологами подсчитано, что мозг наш принимает за считанные секунды решения. Поэтому продумать, конечно, что-то стоит. Но быть реалистом, вам все карты только об этом. Ну к чему же тогда все идет, если вы делаете этот выбор? Это карта уверенного человека, тот, который надеется сам на себя. Это тот, который создал себя с нуля. Королева Пентаклей – это так, или королева Земли. Это практик, причем добрый практик. И если мы говорим, королева Пентаклей – это та, которая из любого хаоса умеет отстроить благополучие. И вам, мои дорогие, видимо, принять какую-то реальность приходится, проанализировать, адаптировать себя к этому и организовывать жизнь в каком-то новом ключе. И причем больше вопросов практики. Очень часто по этой карте проходят наши близкие, к примеру, даже супруги, или, может быть, вопросы дома, связанные с домом, жилищем, местом вашего пребывания. Может быть, у кого-то стоит на кону, к
примеру, когда взрослые дети хотят уехать от родителей. Ну, может быть, и родители сами хотят тоже, чтобы взрослые дети жили уже своей жизнью. Вот что-то подобное. И здесь нужно на это решиться. Для кого-то из вас это личный бизнес, личное творчество может означать. То есть вот этот выход, какая-то точка невозврата и выход из лабиринтов. Центр вашего внимания, и я бы сказала, кульминация может быть в середине апреля. Выбор делать придется. Иначе мы снова вернемся в этот лабиринт. Такого быть не должно. И если вы делаете правильные выводы, или как-то вы себя, с одной стороны, будьте добрее к самим себе. Именно доброта, милосердие нам помогает принять какую-то реальность. И многие меня смотрят из разных стран, и где-то, правда, сейчас обстановка очень архисложная. И есть, может быть, даже наверняка есть те причины, которые внешние, на которые вы не влияете, но так или иначе, коль нам с вами довелось в это сложное время прожить, мы все равно должны отстроить свое счастье. И нет смысла думать, как это могло произойти. Нужно оценить правильно обстановку, в которой вы теперь находитесь, и принять какое-то мудрое Соломоново решение. И по сути дела, посмотрите, ваша жизнь будет очень быстро меняться со знаком плюс. А может быть, это у кого-то денежная стратегия, и я такое тоже могу предположить. Может быть, выход из какого-то минуса, из какой-то финансовой бреши, потому что явно что-то не имеет смысла продолжать, потому что это было как лабиринт. Давайте посмотрим. Двойка Земли и к чему все идет. К радости, мои дорогие, вот конкретно к приятным эмоциям, к любви, может быть, к реализации тут прописано. И когда вам ваша интуиция, подсказки шестого чувства дают правильные какие-то советы, и сам ангел благословляет, и опять же, посмотрите, у вас, мои дорогие, очень много тех карт, где изображены дети. По сути дела, вот все то, что служит прогрессу, везде дети. И ведь это всегда какой-то новый путь. А там, где вы должны разобраться, кстати, обратите внимание, здесь либо спиной повернут человек, либо стоит перед этим холодным забором, либо вообще людей нет. Запылившаяся витрина, и нам прописано: выбор не анализируй долго. Слишком, точнее тут прописано. И мы с вами говорим, что королева Земли – это та, которая умеет даже свое благополучие отстроить с нуля или из любого хаоса навести порядок. Поэтому порядок какой-то в вашей жизни вам придется наводить. И это будет символизировать какую-то перезагрузку, это точно. Давайте мы с вами узнаем, каков же совет. Ну и совет такой же. Пора выходить из какой-то зоны ограничений или из затянувшегося ожидания, из затянувшейся паузы. Здесь пауза могла быть взята на какой-то короткий период времени, чтобы как обдумать или увидеть с другого ракурса. Но есть всегда возможность соскользнуть на глубину этих эмоций, и мы с вами только что об этом говорили, и там где-то и застрять. Поэтому проходит по этой карте, кстати, альтруизм. И значит, этот альтруизм должен быть, мы вспоминаем семерку жезлов, тоже должен быть дозированный, мои дорогие. Иначе в этом альтруизме можно тоже застрять. Какие вы себе табу поставите? Если вы себе пропишете, вот я должен, 1, 2, 3, 4, 5, там как по пунктам, да, и дальше, так вы будете жить в этих табу. Но если вы будете гибче, будете пересматривать, как не остаться в этих табу, а выйти из них, какие варианты для вас возможны. И пусть чего угодно это касается. У кого-то денег, у кого-то работы, у кого-то отношений с родственниками. Но все равно какая-то пауза или вот это перевернутое состояние, затянувшееся ожидание, а может быть и пустое ожидание, оно должно быть закончено. Иногда по этой карте мы берем на себя обязательства, хотя могли бы их и не брать. Иначе и мы словно оказываемся в роли жертвы. Все же по аркану повешенный всегда жертвенности проходит. И это где-то граничит с альтруизмом. Альтруизм – прекрасное дело. И часто нам кто-то помогает тоже с позиции альтруизма. И мы кому-то помогаем. Но это не должно перерасти в обязанность или в какое-то обязательство, мои дорогие. Поэтому разделяйте вот эти разные понятия, и тогда
ваша жизнь не будет путанной и сложной. Видимо, апрель месяц, все расставить по местам, и новый путь у вас уже на пороге. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.